Ну, привет, мои подписчики и гости канала. Сегодня я покажу одну интересную работу, так как не надо делать. Сразу сделаю оговорку. Помните, свадьба в Малиновке был, да? И вот этот вот, который Гриша был, он говорил, это тебе, это мне. Он говорит, у барина, говорит, нет золотого запаса, говорит, поэтому хлопцы бегут. Ну вот в данном случае на этом автомобиле у барина нету золотого запаса. Сквозные дырки в крыле, сквозные дырки в капоте. Вон капот стоит уже подготовленный к покраске. Дырки в порогах. Вот. Ржавчина на арках, на колесных. Ржавчина в районе ручки дверной, задней хлопушки. Но дело не в этом. Дело в том, что автомобиль старый, 2002 года. Ничего уже на нем не отворачивается. Саморезы погнили. Вот даже эту ручку практически я ее снять не могу, только ее могу сломать реально. Потому что шпильки, которые вернуты для крепления самого этого девайса чудного, этой ручки, они, естественно, уже сгнили просто-напросто. Ручка пока выполняет свои функциональные возможности. Но замок, естественно, не работает от ключа, она работает только с электропульта. Вот. Обратите внимание, буду красить пороги. Вот переходом буду красить двери. Вот. Вот в данном контексте, обратите внимание, еще вот показываю, да. Те, кто знаком с автомобилями марки Volkswagen Golf, здесь имеется резинка такая с той стороны. И вот здесь просто-напросто сквозные дыры. Дверь подлежит замене реально. То есть вот единственное, что обидно, конечно, да. Столько работы было положено, и все практически зря, потому что пройдет какое-то определенное время, там, год-полтора, и очаги коррозии все равно появятся. Потому что как там я не вычищал, как я там не выдирал, реально, в принципе. Крыша тоже, вот, видите, вырезано лобовое стекло, естественно, и крыша уже тоже подготовлена практически к покраске, я буду ее полностью переливать. Сейчас я ее даже не укутывал, потому что нету смысла, потому что я ее буду всю перешкуривать. Переднее крыло стоит другое, новое. Вот. По поводу запасных частей. Вы сами понимаете, что уже реально хорошую запасную часть, в принципе, купить невозможно. Все крылья больные, цена совершенно разная. Вот. Я столкнулся с этой проблемой. Даже вот я выбрал очень хорошее крыло, и все равно были какие-то очаги коррозии, которые мне пришлось отпескоструить и там шпаклевать, загрунтовать. Единственное, что вот капот в очень хорошем состоянии попался, без коррозии. Но можете себе представить, что он был залит антикоррозионными материалами предыдущим автором. Это машина, с английской машины, я так понимаю, капот. Вот. И, соответственно, там тонну я расходовал моющих средств, начиная от бензина и кончая очистителем двигателя. Вот. Значит, буду делать переходом, покажу, как это делается. Но еще раз говорю, так делать, ребята, нельзя. Значит, по поводу краски. Краска, соответственно, я не уверен, что она 100% цвет. Вот. Там внутри я прокрасил. Вот. Вижу, разнотон есть, естественно. Да, еще хочу один отметить момент. Да. Ребята, говорят, не пользуйтесь силиконовыми смазками для промазывания уплотнителей, чтобы зимой машина открывалась. В данном автомобиле автор настолько, владелец, увлекся промазыванием уплотнителей, да, что силикон впитался настолько глубоко в саму краску, в поры краски, что выбить его практически невозможно. Чем я только не мыл, что я с ним только не делал, идут отеки. Больше того, сейчас хочу сказать, очень большой риск того, что я сейчас начну красить, начнутся тоже отеки. Я использовал обезжирку, все обезжирил. Хочу показать еще тут такой момент. Где были протиры легкие, вот я тут под машинку вычищал, под орбиталочку. Были легкие протиры, мне пришлось эпоксидным грунтом немножечко подзалить эти места. В целом, сейчас начну работать. Вот, и вы все увидите сами.
Что я говорил? Вот смотрите, да? Даже сюда я разнес силикон. Вот, вот он. Обратите внимание. Даже сюда я разнес силикон. То есть промывая поверхности, обезжиривая, разнес силикон. Давайте посмотрим, я покажу, как избавиться от силикона выпавшего. Ну, все, на те точки, на которые попало, да, я посушиваю сразу феном. Посушиваю феном. И дальше что показываю? Там, где эти силиконовые точки, я с большого расстояния начинаю запыливать на сухую. И вот так многократно. С горем пополам прокрасился базовой краской. Вот, покажу как. Вот, прокрасился, да. Но самое главное, я хочу показать другое. Давайте посмотрим. Как назло. Короче говоря, вот на улице, да, порывы ветра начинают крутить вот эту какую-то перемесь пыли, грязи, листьев перегнивших. Как только открываешь ворота, да, начинает, вот она, смотрите, все начинается. Так это сейчас вот успокоилось с большего. А вообще просто караул. Я не могу открыть ворота, продуться на предмет того, чтобы очистить помещение. Вот эта вся гадость летит, сразу сосет в гараж. Все против меня, все против меня. Хоть останавливай покраску. Ну все, в этих неимоверных условиях я положил лак. На улице буран. Приходится поставить вентилятор снизу, чтобы каким-то образом, ну, побороться с пылью, чтобы не задувало сюда остатки листвы и остатки грязи, которые летают на улице. Так, осталось разбавителем по переходу мазануть слегка. Это я покажу, конечно, да. О, упало. Зараза. Смотрите, что творится, смотрите, что творится. Пипец. Ладно, пока прекращу снимать. Для устранения перехода буду использовать спектраловский разбавитель по переходу. Ой, так, чуть-чуть надо. И далее, да? Где-то так. Теперь вот здесь вот. Здесь. Ну все, больше негде. Ну, если присмотреться, то в принципе вот, видали, да? Когда пленка поднимется, все остальное сполируется уже окончательно. Вот здесь то же самое на этой стоечке. Так, ну что я хотел бы сказать в конце. Ребята, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Поставьте лайк, пишите комментарии. В неимоверных условиях я сделал эту машину, честно говоря. Погодные условия просто караул. Лучше бы шел снег или был бы дождь, я не знаю там.
Тихая погода, но это просто какой-то, она мне вымотала все нервы просто-напросто. Ну, ладненько, до новых встреч. Буду красить еще крышу, буду красить капот, не знаю, может сделаю ролик по капоту, как его надо было готовить и красить. Вот. Ну, все как-то не так. Ну, хорошо, до свидания, ребята.